Ну что же, 4К 60 FPS стандартно для нас. Мы топим смартфон. Сейчас это Xiaomi 13 Ultra, 14 мы пока не топили. Он все снимает. Смотрите-ка. Никаких морально-этических проблем у него со съемкой нет. Основной модуль и есть. Так как-то, мне кажется, лучше получается. Наверное, я нечаянно коснулся бортика. Ну вот они, пожалуйста, не прямые грани. И вот так есть. Получилось. Можно снимать под водой. Так, разумеется, делать не стоит. Под это можно купить GoPro. Но мелочь, а приятно. Xiaomi 13 и 13 Pro умеет также. Можете посмотреть обзор на канале. Понеслась. Нет, все-таки сбросился, видите? Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Напоминаю, чтобы получить быстрый обзор, вы не смотрите, что я говорю в начале. Смотрите в начале, как я топлю смарт, потом смотрите основную часть ролика. Разумеется, по временным меткам ставите ее в X2, и у вас получается обзор за 4 минуты. Но если и вам интересно, что все-таки я скажу вам по поводу Xiaomi 13 Ultra, флагман, как много в этом слове. Я скажу вам несколько вещей. Первое, разумеется, когда мы имеем флагманы какие-то, мы надеемся, что он будет особенным. Надеяться, что он будет особенным за адекватные деньги, как, допустим, Nubia какая-нибудь, второй, третий эшелон, как минимум глупо. Надеяться, что она будет крутая за адекватные деньги, как Samsung, которые выгружают товары, потом делают его дешевле, стоит. Почему? Потому что те же Xiaomi недавно выгрузили нам Xiaomi 13 и 13 Pro. Поставили на них космические ценники, мы перестали покупать, и что мы сейчас имеем в итоге? Xiaomi 13 в глобале на Али можно купить за 52 почти в любой период времени. Открывайте телегу скидок мою и смотрите. И за 54 можно купить Xiaomi 13 Pro перепрошитой китайской версии. И в чем же особенность данного девайса относительно этого Xiaomi 13 и 13 Pro? Ну, по большому счету, те же тапки, только в профиль. Да, он физически совсем другой, он по-другому выглядит. Да, у него лучший экран, у него лучше камеры, но настолько ли они лучше, чтобы он стоил в 2 раза? Вот это мы сейчас и постараемся выяснить. Почему? Потому что, вы помните, когда-то у меня был обзор на древний, но первый у них Xiaomi 11 Ultra. С этим делом они вошли на этот пьедестал, когда они сказали, что мы можем делать такие же крутые девайсы, как Samsung, Яблоки и вот эти бренды эшелона с подписью Ultra. Но там был внешний экран. Он был как погремушка. Этот тоже как погремушка с его оптостабом, но не такой сильный. Он имел много плюсов, минусов и ужасный по мне процессор. То есть, если говорить о том, что выпускалось после Xiaomi 11 Ultra, 12 Ultra у нас что имело? Правильно, запотевающую камеру. К слову, этот аппарат тоже имеет запотевающую камеру у блогеров, которые живут на севере. Я живу в довольно приличной влажности, у меня проблем с ним не было. Но я допускаю, что если бы я запихал его в морозилку, то, возможно, у него бы камера запотела. К слову, мне это не понадобилось делать, и этот смартфон благополучно прошел все тесты 3D-марки. Если бы я хотел вам посоветовать его прям сразу и не особо заморачиваться, вряд ли бы я сделал 500 фотографий, которые я уже выгрузил в телегу взаимопомощи и мою личную телегу. Посмотрите по ссылке в описании. Исходники можете посмотреть на откалиброванных своих красивых мониторах. И вряд ли я не начал с того, что это Snapdragon Gen 2. 8 Gen 2. Самый крутой последний процессор. У меня, к слову, был топ-10 смартфонов на канале на Snapdragon 8 Gen 2. Если говорить о самом устройстве, оно с одной стороны классное, с другой стороны ты четко понимаешь, что они сделали, еще раз повторяюсь, почти такие же продукты, выгрузили их на рынок, сбросили нереально стоимость, и ты такой смотришь на Xiaomi 13 Ultra. Да, 1 275 000 баллов без всяких бустов в Antutu. Но все как у всех. Те же UFS 4.0, внутренняя память, больше 500 ppi, плотность пикселей. Классная для читалки. И все. Ну, металлическая рамка. А у кого из Xiaomi, из последних вот этих топов ее не было. Девайс очень классный, интересный, разумеется, перехайпенный с одной стороны. С другой стороны, я повторяюсь, это устройство для тех, кто уже наелся, кто покупает флагманы, смотрит на них, играется в них и идет дальше. Да, интереснее и выгоднее купить какой-нибудь там Meizu 20 20 Pro, поиграться месяц-полтора и продать. Если вы будете приобретать подобное устройство, вряд ли вы сможете на его стоимости выиграть. Почему? Напоминаю, потому что у нас таможенная пошлина, даже если вы будете покупать на Али от 80 000 рублей, ну, от 1000 долларов, как я помню, 15% все, что сверх. Во-вторых, все это ждать, ну и потом, вполне возможно, пока он до вас дойдет, выползет еще что-нибудь, какие-то минусы, и вы не сможете его продать даже в те же деньги. И, как говорится, на средних смартфонах перекупы делают больше средств, потому что маржа выше. Здесь же вы не выставите цену в 130 000, если вы купите его за 100. Сразу немного минусов. Минусов для меня: нет мини-джека. Плюсы: здесь сразу нет проблем с шимом, сразу нет проблем с камерой, хотя по мне они все равно недопиленные. И фронталка
ужас. Xiaomi не молодцы, они все еще на нее забили. А во всем остальном есть о чем рассказать. Смотрим. Распаковка. Поставляется Xiaomi 13 Ultra в черной минималистичной коробке. На упаковке есть стандартное название модели и краткая характеристика. Пакинг хороший. В комплекте мы имеем ключ для извлечения слота под 2 нано-сим-карты. Карту памяти, разумеется, установить возможности нет. Далее есть краткое руководство, чехол, кабель с USB на Type-C, блок питания на супер скромные 90 Вт и сам смартфон. У Xiaomi шаг вперед, 2 назад. Напоминаю, что у Xiaomi 13 Pro есть зарядка на 120 Вт, а это ультра и только 90. Весит смартфон без чехла 227 граммов, а габариты составляют 163 на 74 на 9 миллиметров. И в руке, я вам скажу, он лежит классно. Не как компакт, но точно не как лопата. Розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band в 7 серии разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно 30 числа на Польза.нет Live. Второй момент. На Польза.нет Live я всегда выгружаю тесты смартфонов в плане автономности. Этот смартфон я уже гонял в Твиче, об этом я расскажу. И напоминаю, что я Poco F5 разыгрываю. Условия на Poco F5 в записи на основном канале презентации Poco F5. Подписывайтесь с колоколом, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал, там много всего полезного. Всегда. Перейдем же к смартфону. Поставляется данный девайс в черной, белой и зеленой расцветке. По мне, самое интересное, конечно, зеленая. Дизайн устройства уже не является чем-то новым. Да, тыльная часть выполнена под кожу. Однозначно все это дело на любителя. Не только они так делают. Лично мне это решение особо не нравится. Несмотря на то, что сегодня это выглядит стильно, смарт покупается обычно не на 2-3 месяца, а через полгода, что будет с ним, вы примерно представляете. Носить такое в чехле может быть тоже разумно, но это смотря как смотреть, потому что габариты конкретно увеличиваются. Рамка алюминиевая, сборка качественная. Многим очень понравится, что выпирают камеры прям конкретно. Корпус не марки. В корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 3.2. Будут файлы летать прямо, микрофоны, стереодинамики с отличным звучанием и громким, но мне звук у яблочных смартов нравится больше. Плюс здесь есть кастомный эквалайзер, что очень удобно. Вибромотор линейный по оси X, тактильно он приятный, но опять же у OnePlus вибромоторы с технологией Haptics тактильно лично для меня ощущаются приятнее, его тоже, разумеется, можно настроить. Мини-джека не завезли, а вот АК-порт стандартно для Xiaomi в наличии. Смартфон имеет водонепроницаемость класса IP68. В начале ролика вы могли наблюдать, как смартфон вел себя при погружении в воду. По итогу, на момент выхода обзора, смартфон жив, функционирует и с ним все в порядке. Напоминаю, что все тесты, все примеры записи фото, видео, выхода, входа, все пишутся до того, как я его топлю. Топлю я его перед самым рендерингом. Летим дальше. Смартфон оснащен AMOLED C7 LTPO дисплеем на 6,73 дюйма с космическим, но классическим для флагманов разрешением 3200 на 1440 пикселей. Экран покрыт стеклом Corning Gorilla Glass Victus, глубина цвета 12 бит. На минуточку экран поддерживает 68,7 миллиарда цветов. Цветовой охват DCI-P3, Dolby Vision, HDR10+, Z-Real Engine, плотность пикселей 522 ppi с приличным запасом, пиковая яркость целых 2600 нит. В солнечный день при прямом попадании света на экран яркости более чем достаточно. Пользоваться смартом можно без проблем даже на солнце. Вы видели сравнение с айфоном, но хочу отметить, что этот смарт, и об этом вы узнаете чуть позже, сбрасывает яркость в играх, пусть и незаметно. Автояркость отрабатывает быстро и корректно, частота обновления экрана с технологией динамической герцовки от 1 Гц до 120 тоже в наличии, она работает. Тач на 240 Гц заявленный, частоту дискретизации касания вы можете наблюдать на экране. Результат не впечатляет, но в играх Тач показал себя хорошо. PWM затемнение 1920 Гц, все о шиме, как говорится, но шим здесь в принципе очень низкий, до 20% не доходит. Видите результаты, все классно. Полноценный Always On дисплей в наличии. Напоминаю, что у Xiaomi не у всех девайсов есть полноценный Always On дисплей, у некоторых только на 10 секунд, но это обычно субфлагманы либо среднячки. Конечно же, есть и 10 касаний экрана, все откликается быстро, просто. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев. Пальцы заводятся очень долго, в отличие от тех же Vivo, к которому ты только прикоснулся, и все, здесь все долго и мучительно. И плюс вы можете 5 раз один и тот же палец завести, и смарт вам не скажет, что друг, зачем мне 5 раз один и тот же палец, я и так спокойно все буду разблокировать. Но многие по старой памяти считают, что это хорошо, можно 5 раз один и тот же палец завести, и он будет лучше разблокироваться и быстрее. Нет, спойлер, это не так.
так работает. Сканер отпечатков пальцев в принципе работает хорошо, распознавание лица срабатывает даже под углом. Завести можно до 2 лиц и до 5 отпечатков пальцев, что хорошо. В использовании экран показал себя отлично, но опять же это водопад, я за прямые грани, хотя у каждого свое. Он имеет очень хорошую цветопередачу, возможность все подогнать под свои предпочтения, запас по яркости, хорошее разрешение и плотность пикселей, но, к слову, плюсом для Xiaomi у него нет таких скошенных краев, как, допустим, на Huawei P60 Pro, разумеется, обзор на канале, чтобы это вам мешало печатать на клавиатуре. Здесь все чин-чином, все удобно. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Напомню, что у меня есть топ-10 смартфонов на канале на этом процессоре, но этого смарта бы там не было. Почему? Потому что оверпрайс. С техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами, максимальная частота 3,2 ГГц стандартно, графический процессор обвесом стандартно 740, за охлаждение отвечает технология Mi Ice Loop. Операционная система MIUI 14 на базе Android 13 версии, все будет обновляться, это на сегодняшний момент. Поддержка, разумеется, будет несколько лет. Русского языка в китайской версии смартфона нет, его можно перепрошить на русский, этого я делать не советую. Почему? Потому что иногда бывают с этим проблемы. Система работает быстро, но микрофризы изредка все-таки проскакивают. Оперативная память LPDDR5X доступна на выбор 12 или 16 гигабайт, внутренняя память UFS 4.0 на выбор 256, 512 гигабайт или 1 терабайт. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6E версии, но не 7. Поддержка 5G сетей, которая для нас не особо актуальна, но хорошо, что она есть. Для 4G Band 7 на борту, а вот 20-го нет. Связь в больших городах ловит отлично. Звучание во время разговора хорошее, микрофоны, как и датчик приближения, меня не подводили. Есть запись в стоке без уведомления о начале записи, но только в китайской версии смартфона. Bluetooth версии 5.3 NFC поддерживается, можно устанавливать MirPay, оплачивать NFC модулем покупки любые. GPS показывает точность 3 метра в городских условиях, что стандартно для Qualcomm. Ловит быстро и просто. Молодец. Емкость аккумулятора 5000 мАч. В PC-марке выдал 8 часов 10 минут. Это на максимальной яркости, максимальном разрешении, максимальной герцовке. Это круто. Смарт поддерживает быструю зарядку на 90 Вт, беспроводную на 50 и реверсивную. Установлен чип Xiaomi Surging P2 для зарядки и чип Surging G1 для управления работой аккумулятором. От 0 до сотки он у меня зарядился без бустового режима за 47 минут, за 19 минут на 60%. Насчет бустового режима у меня есть такая идея, я думаю, вы ее поддерживаете, что если производитель добавляет режим ускоренной зарядки, значит на что-то плохое это влияет, если вы отдельно его активируете. При просмотре роликов на YouTube по Wi-Fi за 1 час у меня уходит 5%, в играх с одновременным стримингом за 1 час в среднем уходит 19%, что является не лучшим, но хорошим результатом. Одновременно я стримил на Твиче, на Polza.net Live есть запись данного стрима, и здесь 3 момента. Первый момент — это смартфон грелся, корпус был до 40 градусов, нагревался без чехла под кондиционером. Второй момент — сбрасывал яркость с 900 с лишним люксов на 700 он опустился, то есть, проще говоря, больше 20% яркости он сбросил, но я это не заметил, то есть это он делал максимально аккуратно и плавно. И третий несчастливый момент, то, что когда я стримил, я стримлю все время с одного роутера, все хорошо у меня работает, но здесь почему-то были пиксели очень часто, то есть, проще говоря, что-то здесь в прошивке не так. Что покажет время. Перейдем же к тестам. В тротлинг-тесте смартфон показал себя не с лучшей стороны, все видите на экране, Geekbench Single Core, 3D Mark, как он прошел, вы видите тоже, и все вроде бы отлично. Почему вроде бы? Потому что классно, что он проходит все это дело без морозилки. Многие флагманы без морозилки у меня отказывались тот же 3D Mark проходить вообще. Если говорить про Antutu, он выдал без всяких супер режимов 1 275 000 попугаев, это круто, Storage-тест 130 тысяч показал. Стресс-тест прошел он не идеально у Antutu, но и не совсем плохо. Результаты теста искусственного интеллекта почти 4 миллиона, 3 922 000, это прям очень-очень хорошо. Теперь к самому интересному. Основной блок камер с тыльной части состоит из 4 сенсоров и двойной LED вспышки. Над камерами Xiaomi работала совместно с Leica. Основной сенсор Sony IMX989 с матрицей на 1 дюйм, 50 мегапикселей с оптостабом, переменной апертуры от 1,9 до 4,0 и лазерной фокусировкой. Сверхширик макросенсор Sony IMX858 на 50 мегапикселей с углом обзора в 122 градуса и светосилой апертуры f1.8. Фокусным расстоянием 12 мм и автофокусировкой. Разумеется, установлен супертелеобъектив Sony IMX858 на 50 мегапикселей с фокусным расстоянием 120 мм, оптическая стабилизация, автофокусом и апертурой f3.0. А также есть 50 мегапикселей телеобъектив Sony IMX858 с фокусным расстоянием 75 мм, оптической стабилизацией и апертурой f1.8. Оптический зум на борту, как и цифровой. Запись видео доступна в 8К 24 FPS, 4К 60 FPS и ниже. Фронтальный сенсор на 32 мегапикселя находится в верхней части экрана по центру. Максимальное разрешение для съемки видео 1080p 60 FPS. На борту имеется просто огромное количество различных режимов, вспомогательных режимов, функций, настроек и не только. К примеру, есть уличный режим Dolby Vision HDR. Для фото есть Ultra
Camera Raw до 14 бит. Для тех, кто не хочет покупать себе устройство, которое предназначено именно для фотосъемки или видеосъемки, Xiaomi предоставила возможность докупать набор для улучшения процесса создания фото и видеоконтента. Но, как по мне, данная модель еще сыровата. В любом случае, сравнение вы сейчас увидите. Find X6 и Xiaomi 13 Ultra. Напоминаю, что Xiaomi, разумеется, будут допиливать. И если вы обратите внимание, допустим, на цвет моря, у Xiaomi в этом смысле все плохо. Он выкручивает цвета. Так же, как здание. У Xiaomi цвет не соответствует на данный момент. Буду смотреть потом на мониторах, но скажу вам в итоге. Исходники, напоминаю, будут в телеге. И если использовать иксы, давайте приближать до упора. X6 у Xiaomi и у Oppo. Я считаю, что это все, конечно, детские шалости, но шумов у Xiaomi сегодня больше. Опять же, мне так кажется. Вам может быть казаться по-другому. Теперь ультраширик 4К 60 FPS, Xiaomi и Oppo Find X6. Вот так примерно вы сможете снимать в движении. И на данный момент сказать, что один девайс лучше или хуже, я не могу, но кроп больший у Oppo. Притом Oppo подфризивает. Может быть, вы этого не видите. Это хорошо, если вы не видите. Теперь X1, то есть основной модуль, Xiaomi 13 Ultra и Oppo Find X6, 4К 60 FPS. Можно пробежаться даже и посмотреть, как что будет отрабатывать в не самых приятных условиях. Здесь непонятно. Нет, все-таки ближе Oppo. Xiaomi докручивает цвета. Будем ждать, когда они что-нибудь там передумают с лейкой. Решат, может, позвонить в Hasselblad и спросить, а как вы это сделали. 4К 60 FPS, я, кажется, нашел, что Ультра снимает намного лучше, чем Oppo Find X6. Закат. Даже в стоке. Вот так примерно вы сможете снимать виды, если вам они будут нужны. В 4К 60 FPS основного модуля iPhone 13, Xiaomi 13 Ultra и Oppo Find X6. Вот они, ужасные равноценные фронталки 1080p, 13 Ultra и Oppo Find X6. 4К 60 FPS, Oppo Find X6 и Xiaomi 13 Ultra. Но напоминаю, что да, Xiaomi, скорее всего, все допилит, но это будет потом. И вот так вы сможете снимать различные объекты вблизи, вдали, людей. Опять же, освещение не самое лучшее, но и назову его худшим точно. И немного фронталки 1080p 60 fps. Вот так вы сможете себя снимать на фронталку этих двух устройств. Что-то как-то Oppo колбасит значительно больше. Но у Xiaomi приличный такой кроп. Основная камера 4К 60 fps, Xiaomi 13 Ultra против Oppo Find X6. Вот так вы сможете снимать разные интересные локации. Допустим, пейзажи, арт-объекты, Бангкок и, разумеется, кофе, арт-объект, Бангкок. Ну что же, начнем с самого интересного. У нас здесь слева Oppo Find X6, и вы можете наблюдать, какие характеристики у него. По большому счету, все довольно просто. Это апертура у нас 2.0, фокусное расстояние на 2,23 мм, и ISO-шку он выставил 50. Если брать Xiaomi 13 Ultra, а не Oppo Find X6, то у нас апертура 1.8, ISO также 50, фокусное расстояние в 2 мм. И что мы видим? Мы видим в первую очередь, что, разумеется, больше взял намного угол у Xiaomi, плюс, к сожалению, Oppo Find X6 ощущение, что это основная камера, но это не основная, по углам довольно хорошо видно, что это у нас, к сожалению или к счастью, ультраширик. Если говорить о замыливании, у Xiaomi 13 замыливание вообще капитальное. По левому краю, если говорить про правый край,
у Xiaomi немного лучше. По поводу цветов больше угадал, если честно, Oppo. И это забавно, потому что вроде бы кажется, что он перекрутил, но я вам скажу, что нет, к сожалению, он не перекрутил, или к счастью для него, к сожалению для нас. И по поводу детализации можно еще поспорить, что здесь с ультрашириком у одного и у второго девайса. Я думаю, вы и так прекрасно видите, что здесь Xiaomi выигрывает только в каких-то определенных местах, и то это все сомнительно. То есть для меня здесь лучше в некоторых моментах справился Oppo. В первую очередь меня интересует, конечно, цвет, потому что тени и там не особо фонтанно. Вот здесь мне больше нравятся тени, как он с ними поработал. С другой стороны, если говорить о шумах, такое ощущение, что Xiaomi было в движении, но это не так. То есть и то, и другое я снимал с двух рук. Если посмотреть, что внутри здания находится, намного четче видно все это дело у Oppo. Будем считать, что это неудачная у Xiaomi фотография, но еще раз повторяюсь, их было много. Посмотрите в моей телеге. Плохо пока. Здесь можно поговорить про зум. Если прямым текстом, то вот это вот самая адекватная картинка, которую я получил от Xiaomi. Максимально близкое для него расстояние и максимально близкое расстояние для Oppo Find X6. А почему я о нем говорю? Допустим, апертура 2.6, ISO стандартно 50 было максимально солнечно. Здесь у нас апертура 3.0 и ISO 50. Для меня не важно, какие иксы конкретно может в оптике или в цифре сделать девайс. Для меня важно, насколько классно можно будет потом различать различные здания и различные надписи. Вот смотрите, допустим, Suite 1 здесь, и здесь SW или единичка, или I. То есть здесь на здании не видно вообще надписи. Если брать Xiaomi, видно все. И понятно, что это игрушки, и большинству это вообще ничего не надо, но здесь Xiaomi раз ничего нигде не размылила. Так, здесь мы делаем довольно стандартную вещь. Для чего я сравниваю вообще фронталки у смартфонов, у которых в принципе фронталки не фонтаны. Здесь у нас Xiaomi апертура 2.0 ISO 200. Здесь у нас вне портретного режима тоже, как и Xiaomi, Oppo Find X6, апертура 2.4, ISO 320. Кто больше с цветами угадал по фронталке? Больше угадал по фронталке с цветами Xiaomi, это раз. Но два, если мы обратим внимание, допустим, на то, как сфотографировала фронталку у Xiaomi, что у нас позади, и что позади у Oppo, мы сразу поймем, что у Xiaomi намного лучше. И там у меня отключен бьюти режим, и там меня где-то там загладили, где-то сделали лучше. Никакого портрета я не собирался делать, потому что там мы видели, как все это дело вырезается из волос, а здесь мы видим, как все это дело из волос не вырезает. Повторяюсь, что я могу сказать, что любой среднячковый Samsung уделывает фронталку данных устройств по полной программе, и сравнивать ее нет смысла вообще никакого, потому что и там фронталка уровня ниже среднего для некоторых брендов, не будем называть их в суе, правда? Здесь у нас две фотографии, основной модуль против солнца. Хотел как раз показать вам, до какой степени, когда мы покупаем какие-то устройства, нам кажется, что одно лучше, другое хуже, а есть ощущение, что, к сожалению, они одинаковые в каких-то моментах, опять же. У нас апертура 1.8 на Oppo, как вы видите, и ISO 50, разумеется, против солнца при закате. И также ISO 125 у Xiaomi, апертура 1.9. Один и тот же момент, плюс-минус. И вы видите, насколько все-таки детальность у Xiaomi круче детализации у Oppo. То есть, если брать кроп картинки, не общую картинку, то, конечно, Xiaomi уделывает Oppo по полной программе. Поплыли края чуть-чуть у Oppo, у Xiaomi все в порядке. И, как говорят очень часто и правильно, что если у вас, опять же, фотоаппарат в районе 50 тысяч рублей с нормальной оптикой, вы сделаете лучшую фотку, чем любой какой-то супер-мега-флагман. И также, если у вас правильно растут руки, у вас может быть смарт за 25 тысяч рублей, какой-нибудь Pixel 6a, но вы сделаете фотографию лучше в целом, для социальных сетей это точно, чем Xiaomi 13 Ultra. Потому что если мы смотрим вот так вдалеке, я вам скажу, что по какой-то неясной мне причине, но мне Oppo нравится больше. Вы можете написать и посмотреть, какое у вас ощущение. Понятно, что здесь у нас в тенях вообще у Oppo полная беда. Xiaomi молодец, вытянула очень много всего. Но в целом впечатление от фотографии, я бы сказал, неоднозначное. Но вот такие крутые фотографии, разумеется, лучше получаются на ультраширике каких-нибудь суперфлагманов из разряда Xiaomi 13 Ultra. Такая же фотография у меня была на обзоре недавно в Oppo X6, когда я его обозревал. И там ощущение было, конечно же, другое, потому что здесь размытие было больше, здесь
здесь была какая-то другая детальность, больше искажений, допустим, вот этот человек был растянут прям конкретно. Понятно, в ультраширике это нормальная физика, но, опять же, хочется, чтобы ты смотрел на фото и думал, о, ничего себе, у них что-то новое получилось. А получилось, потому что края замылены просто по минимуму и есть что кропать. Если говорить о фотографии на телевик, то вот вам портрет диджея, просто максимально, не знаю, все по максимуму. Вырезал он его красиво. Хотя есть ощущение, вот здесь вот видите, нехорошее, как будто маленький нимб. Но опять же, человек двигался. В целом фотография класс. Но опять же, а что не класс у телевиков вообще сейчас у флагманского сегмента? Я не назову плохой телевик. Вы назовете? Даже у какого-то дешмана с третьего эшелона люди умудряются хлопать в ладоши и кричать, какой классный портретный телевик. Самая стандартная моя фотография, которую я чаще всего утром делаю на все смартфоны, которые у меня есть, и это пейзаж. Здесь он выставил апертуру 1.8 стандартный и ISO 50, потому что солнечно все и красиво. И что мы видим на этой фотографии на основной модуль? Все круто. То есть ты вот просто смотришь, да, ты можешь пытаться посмотреть в окна и сказать, что вот там вот где-то я вижу пуфик, а вот здесь вот мне кажется, что поплыл вот этот цветочек. Но реально вы так относитесь к фотографии. Если вам нужна оптика, вы используете оптику. Вы покупаете оптику для своего великого и ужасного фотоаппарата. Во всех остальных случаях вот что вам надо. Нигде не растянуто. Границы у всего, начиная от облаков и заканчивая гор, классно прорисованы и ничего нигде не слито. Ну, опять же, это мое субъективное мнение, вы можете поспорить. Напоминаю, что исходники, опять же, качаем у меня и спорим. Немного посмеюсь над собой и над вами, ну вот он, фетиш телевика. То есть вы можете использовать портретную съемку, вырезать чью-то голову, может быть, даже с лицом, и потом куда-то вставлять. Но опять же, по мне, это вот это вот все боке, они прям такие искусственные на всех телефонах. И это не цифровой нигилизм. Вот для примера фото с байкой. И их я сделал 50, и вот это более-менее нормально получилось. Если говорить о чем-то конкретном, понятно, что можно было бы выставить настройки. Понятно, что скорость работы утрирована, фотографии, скорость съемки можно настроить. Но если в автомате, то это будет плюс-минус те же тапки, только в профиль. Если вы вспомните, как на такие же фото можно делать на какие-то специализированные устройства из разряда GoPro, либо в особых режимах из разряда спорт, то это небо и земля. То есть, ладно, Xiaomi 13 Ultra это флаг. Но я сделал в этой локации, вот пока я ехал, фотографий 30. И вот это самое нормальное. Самое нормальное. То есть, о чем это говорит? Не о том, что Xiaomi 13 Ultra плохой, или не о том, что я дурак, а о том, что для каждого сценария использования существует не только свой девайс, но и свои конкретно функции, которые необходимо настраивать. То есть, если у вас руки растут из прямого места, и вы знаете, как настроить фотографию, вы получите шик. Если нет, то никогда вы ничего не получите, неважно, сколько ваш девайс будет стоить. 4К 60 FPS, основной модуль, Xiaomi 13 Ultra. Тройной эспрессо будет выглядеть на Xiaomi 13 Ultra именно так. Нет, это большой стаканчик. Здесь не 150 мл, хотя 4К 60 FPS, ночная съемка, Xiaomi 13 Ultra. Меня только что долбанули пакетом представителей солнечной Индии. И вот так он постепенно адаптируется к освещению. Притом фокус прыгает. Очень странные дела. Очень странные дела. Xiaomi, что с тобой, друг? Вы бы знали, сколько раз я тыкал в эту фронталку. Я был уверен, что на ультре они хотя бы сделают 4К 30 FPS. Но нет, 1080p 60 FPS. Нет роллинг-шаттера, неплохо справляется ночью со светом. Это все дело, но смарт за эти деньги без 4К 60 FPS. Xiaomi назвала это ультрой. Окей. Ультраширик, 4К 60 FPS. И я не знаю, что происходит с фокусом, но вы сами видите. Ничего не потело, но фокус из-за, наверное, наличия автофокуса сходит тихо с ума ночью. Вот что это такое? Основная камера 4К 60 FPS, без иксов. Включаем иксы. Ну, разумеется, на них шумы. X6 максимум. Телевик 3.2. Зайчики. Xiaomi думает. 1080p 60 FPS, ночная фронталка, шумы. Xiaomi 13 Ultra. 1080p 60 FPS, как говорится, когда девайс только стоит, мало примеров не бывает. И вот так примерно вы сможете снимать себя на фронталку Xiaomi 13 Ultra. Рука
сильно быстро не устает, несмотря на вес. Развесовка мне нравится. Насчет того, как оформлен блок камер, что он выступает. Вот, наверное, когда ты в руке его держишь и снимаешь на фронталку, самое удобное то, что он не мешает. То есть пальцы просто упираются в бугорок, лично у меня, и все. Комфортненько. Вот так фронталка работает. 4К 60 FPS, пример съемки в движении, так делать не стоит однозначно. То есть себя вводим двумя руками. Одной рукой вести нельзя транспортное средство. Но, как говорится, все ради контента. Аккуратненько вам покажу, как это все дело отрабатывает на Xiaomi 13 Ultra. На скорости, ну не знаю, может быть 40-50 км в час максимум. Но напоминаю, если я, допустим, повешу его на подвес, так же как Honor Magic 5 Pro, допустим, вешал и еще что-то, все будет намного хуже. 4К 60 FPS должно быть максимально плавно. Вот сейчас будет не совсем плавно, но в основном плавно. И аккуратненько снимаем окружающую действительность недолго, потому что все равно это опасное занятие. И таким маяться не стоит. Но, повторяюсь, ради контента. Вот так работа со светом, в движении. Я не знаю, что сейчас с автофокусом, не знаю, как у него микрофоны отрабатывают, потому что условия довольно жесткие. Все равно едешь по ракет, где-то 50. Ну, я думаю, хватит. И фронталка, разумеется, ночью при движении так делать нельзя. Вообще, разумеется, и, конечно же, нельзя смотреть на фронталку. Освещения здесь, кстати, хватает, и очень удивительно, что съемка не очень хорошая, потому что лампы, если вы обратите внимание, везде. И вот так примерно вы сможете себя снимать, если вы решите делать такую штуку. Ну и фронталка 1080p 60 fps, основная камера. Очень далеко руку нужно вытягивать для того, чтобы себя полностью подцепить. Тоже плохой вариант развития событий. Так не надо делать. 4К 60 FPS, я думаю, всем будет интересно, кто интересуется техникой. Это Honda. На 2.5 умножаем, если цены видим. Вот такой вот байк. Такой. О, 249 тысяч бат. Forza. Ценников на Форзу нет. Вы не должны их знать. CX. Ну и напоминаю, что это 4К 60 FPS. Разумеется, для Xiaomi 13 Ultra. Ящики. Скупе 58. 4К 60 FPS. Очень люблю видео снимать и фото в дождь. Почему? Потому что в этот момент как раз камера может себя проявить по полной программе. Это у нас X6, штатная локация. Думаю, вам будет интересно. Все-таки неплохо снимает. То же самое 4К 60 FPS, ультраширик, дождь и иксы, максимум X2. Не переходит он на основу. Ну ладно. 1080p 60 fps, фронталка Xiaomi 13 Ultra, вообще не ультровская фронталка, но они посчитали, что да. Что вместо того, чтобы убрать фронталку в принципе, они поставят модуль на 1080 fps в ультре в 2023 году. Ну вот так она будет вас снимать в 1080p во флагмане в 2023 году. Xiaomi 13 Ultra, передвигаемся по ступенькам быстро в попытке растянуться и проверить заодно стаб и устойчивость стекла у Xiaomi 13 Ultra. Неплохо, нехорошо, вот так. 4К 60 fps, основная камера, и это проход цифровой в башню стеклянную. Увидите сейчас. И 4К 60 fps, ультраширик. Xiaomi 13 Ultra, разумеется, те же условия. 4К 60 fps, здесь ходишь и в онлайне, как в некоторых магазинах, move it. I like to move it. Rise to the peak. Прикольно. Здесь такого, правда, нет уже. Здесь просто отражение. Еще немного 4К 60 fps. Xiaomi 13 Ultra. И на Oppo Find X6
не Pro тоже будут подобные виды. Немного, но будут. 4К 60 FPS, к сожалению, туда с телефоном нельзя, но я думаю, что вы и так прекрасно увидите, если вот так снимать, что внизу. 4К 60 FPS, немного общественного транспорта, совсем чуть-чуть. Вечер, метро переполненное. Кстати, футболку он вообще другого цвета делает, как и шорты. Все темнее, перекручивает очень сильно. 4К 60 FPS, съемка с одной руки, возможно, микрофон я закрываю, надеюсь, нет. Но стараюсь держать надежно, чтобы вы могли посмотреть немного на картинку ночного Бангкока. Вот так вы сможете снимать окружающую действительность, если будете благополучно ехать на пассажирском сидении. При использовании Xiaomi 13 Ultra. В принципе, минуты более чем достаточно, тем более это слегка небезопасное занятие. 4К 60 FPS, немного китайского квартала. Да, и слышите, поверните налево. Граффити, которая работает даже ночью. И квартал, который практически не работает ночью. То есть здесь 8 вечера уже ничего не работает. Поэтому, если вы решите его посетить, автофокус, это делать ночью не стоит. Плюс здесь не особо безопасно, как в основном в курортных районах. 4К 60 FPS. Но 4К 60 FPS, и вот так примерно вы будете снимать с Xiaomi 13 Ultra на основную камеру. Если вам будет необходимо что-то подснять в ночи. Смотрите, что-то даже подсвечено. So can Thai. 4К 60 FPS, ночь, Бангкок. И я добрался до воды. Не знаю, можно ли сюда заходить. Но вы же знаете, да? Если что, я умею плавать. А виды здесь ночью классные. Исходники фотографий. Смотрим где. Правильно, в моей телеге. Скачиваем и потом удаляемся. Так. Автофокус ночью. Ей! Ну все, Xiaomi 13 Ultra. И вот она, пешеходная зона, по которой по какой-то причине вот здесь часто катаются байки. Зайка. Ворота. Но главное, что нас интересует, правильно, основной модуль. Съемка с одной руки, 4К 60 FPS, Xiaomi 13 Ultra. Ночь. Заяц. Ультра. И вот так эпично на ультраширик. С шумами ночью Xiaomi 13 Ultra. Ночь Xiaomi 13 Ultra, 4К 60 FPS. И вот так. Минусы нет, 4К 60 FPS для фронталки. Это, конечно, печаль вообще то, что они с фронталкой сделали. Почему? Потому что вспоминаем, что у Samsung, у того же Яблока на фронталке 4К уже много-много лет. Xiaomi пришли во флагманы такие: нет, мы не заметили, что вы делаете фронталки на 4К. Я понимаю, что вы сейчас мне напишете, что у BBK тоже их нет. Так это тоже и их фейл. Все-таки это ультра. Нет Wi-Fi 7 серии, что странно. Смартфон еще сыроват в плане оптимизации и камер, мое мнение. И плюс, разумеется, оверпрайс. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок. Кстати, сейчас там идет распродажа на Али. Я уверен, вы себе что-нибудь интересное найдете. Напоминаю про розыгрыш Poco F5, телеграм-канал взаимопомощи и мой личный телеграм-канал тоже для вас открыт. Надеюсь, вы подпишетесь. Не забудьте прожать лайк, колокольчик видео и написать в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Резюмировать я хочу довольно просто. Вот смотрите, в моих руках камера, которая стоит в 2 раза дешевле, чем Xiaomi 13 Ultra. И это Mark II, неважно, Canon вы будете брать, Sony, либо что-то подобное, но вместе с оптикой, в принципе, чтобы снимать фотографию в малых компактах, вам необходим какой-нибудь там Sony Z10, что-то там. Притом, все это будет снимать фото лучше, чем, к сожалению, Xiaomi 13 Ultra. Если говорить о видеосъемке, то же самое. Камера любая будет лучше. Но если танцевать от того, что может делать, в принципе, телефон, который будет использоваться как камера, как мобильное устройство, допустим, сейчас я поставил его на штатив, и фактически я в самом начале съемку вел с
суммарно устройство, которое стоит, не знаю, там, 500 000 рублей. Это Sony FX3 плюс оптика с автофокусом, соневская родная. Вы же не увидите на YouTube толком разницу. И сейчас я снимаю вам с устройства, получается, в районе 100 000 рублей, которое стоит. Но не это самое важное. Самое важное, что если вы посмотрите обзор на Xiaomi 13 или 13 Pro, вы увидите практически такую же картинку. И, внимание, вопрос. Вот сейчас мы снимаем на него же Xiaomi 13 Ultra в 4К 60 FPS на основной модуль. Для чего вам настолько дорогой смартфон? И ответ может быть простой. Это игрушка. То есть, если вы любите флагманы, если вы фанат Xiaomi, если вам нравится мобильная фотография, и вы видите разницу между флагманами от Huawei, флагманами от Sony, от Pixel, от Xiaomi, то по большому счету то, что я вам скажу, это не особо и важно. Важно это, что вы можете зайти на мою телегу взаимопомощи или мою личную телегу, посмотреть примеры фотографий с этого устройства, посмотреть, какую он выставлял в автомате апертуру, посмотреть, как он работает с тенями, насколько он замыливает углы на вашем любимом откалиброванном мониторе. Во всех остальных случаях золотая середина — это Xiaomi 13 Pro, не ультра. И не потому, что там быстрее зарядка, и не потому, что там тоже есть защита от влаги, а потому что ультра — это, наверное, больше про фан, про религию. Поэтому мое мнение об этом устройстве, он своих денег стоит. Если говорить, как в самом начале я сказал, какая его фишка, если, допустим, у Huawei это суперплотный экран, классные фотографии, объемные, спутник, Face ID, у Яблока для меня это автофокус и экосистема, для Samsung у Ultra это стилус, у Xiaomi 13 Ultra это сбалансированность, наконец. То есть, если в Xiaomi 11 Ultra они пытались взять нас вот этим внешним экраном, он был пузатый, непонятно что. В Xiaomi 12s Ultra была камера, которая потела, потом переставала потеть. К слову, в Xiaomi вот этом вот 13 Ultra такая же история у некоторых блогеров, но у меня такой истории не было. Хотя я в очень высокой влажности его тестировал. И вот это устройство, которое я сегодня держал в руках, которое я держал в руках не одну неделю и которое мне очень сильно понравилось, я могу однозначно фанатам порекомендовать в глобалке или китайской версии. Если вы хотите поиграться и долго и упорно всем доказывать, что у вас лучшее фото и лучшее видео, сделайте это. Почему? Потому что в чем-то вы будете правы. То есть это устройство и правда в некоторых сценариях использования лучше. Не в автофокусе она проигрывает, по моему мнению, Яблоку почастую. Не в телевике, оно проигрывает Oppo Find X6 Pro и Samsung S23 Ultra. Но по основной камере он может. Притом может очень многое. Можете не соглашаться. Но, еще раз повторяюсь, те, у кого были в руках большое количество флагманов, они меня поймут. Ощущение от этого девайса, что он своих денег стоит. Если говорить, почему он их стоит, потому что это лучшее устройство, которое смогло родить Xiaomi. У него даже направленный микрофон есть. Ну и вы видите, как он работает со светом, цветом и всем остальным. В принципе, примеров в ролике было много. Да, не особо Oppo Find X6 обычный, хуже, хотя стоит в 2 раза дешевле. Но хуже же, правильно? А насколько от этого стоимость должна танцевать, решать уже не нам, а производителю. Если мы покупаем, значит девайс того стоит. Девайсу от меня, как даже не от фаната, а от человека, который получил флагман, имеет большое количество флагманов и есть чем сравнить, однозначное да, это не хуже, чем Oppo Find X6 Pro, не хуже, чем Samsung S23 Ultra, это ультра, это флагман. Если им куда стремиться, да. Если у меня к ним претензий, миллиард. Это начиная от того, что зарядка всего на 90 Вт. Я понимаю, что вы сейчас ультру от Samsung вспомните, но у них есть стилус. И заканчивая тем, что они убрали, в отличие от 11 Ultra, внешний экран в 12 Ultra, не оставили его. И в 13 Ultra опять ничего такого, прям чтобы была их фишка, нету. Девайсу, еще раз повторяюсь, да, не забудьте подписаться на канал, написать в комментах, что вы еще хотели увидеть на обзор. Добра и удачи вам, дорогие друзья!